Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс – главное событие вашего июня. К чему приготовиться прямо сейчас? Давайте с вами узнаем наш расклад на одну ключевую позицию, которая станет поворотным моментом в ближайший месяц, до конца июня. Вот давайте узнаем, что приготовила вам судьба, ну и к чему вам приготовиться. И, конечно, арканы пасьянса нам не только расскажут, но и буквально визуально покажут, что же там за события. Возможно, какая интрига вас подводит к главному событию июня. Или что к этому ведет вас, может быть и так. А вы перекладываете значение карт на то, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Любовь, мои дорогие. Но иногда лебедь это говорит о верности. Может быть, верность как выбранный маршрут, или это у кого-то любовная история. Конечно, по этой карте это сама эмпатия, доброта, нежность, ласка. Все это очень импонирует планетарным транзитом, потому что у нас с начала июня Венера в знаке зодиака Рак. А после перейдет с 13 числа в знак зодиака Лев. Волшебное время вообще. А к концу месяца, когда и Юпитер у нас будет в знаке Лев, то для всех знаков зодиака стихии огня, коим вы принадлежите, прекрасное время, как минимум на полгода, для достижений, для карьеры, для решения вопросов по финансам. В целом же, посмотрите, спокойное течение жизни, любовь, верность, нежность и одновременно спокойное течение жизни без синкопы. И это здорово. А с 9 по 13 у нас волшебный щедрый транзит, когда соединяются Венера и Юпитер. С 9 по 13, но это не есть какой-то только ограниченный срок. В целом это оказывает влияние на наши достижения, на наши желания, исполнение мечты. Доброе время, правда. Хотя я должна сказать, что у нас в середине июня новолуние в Близнецах, а Близнецы это у нас коммуникация, поэтому не исключаю, что придется договариваться или придется много контактов осуществлять. А у вас, смотрите, правда, контакты могут касаться непосредственно каких-то инстанций, контор, учреждений. А у вас как будто путь открывается, мои дорогие стрельцы. Смотрите, может быть, это раньше, как было что-то закрытое, невозможно, что-то осуществить. У кого-то буквально получение важных бумаг для того, чтобы этот путь открылся. Возможно, это как получение каких-то сертификатов, да, я тоже допускаю. Проведение важных консультаций. Опять же, книга – это организация учреждения. Поэтому, путь какой-то для вас открывается, мои дорогие стрельцы. Даже, скорее всего, то, что, может быть, долгое время стояло на паузе. Я не говорю, что прям в один момент все решится. Будем реалистами, всегда к этому призываю. Но сами тенденции, вы их, может быть, уже чувствуете в июне, как лед тронулся. Пусть это даже на уровне ощущений или вашей интуиции. Верьте в себя, мои дорогие. Потому что у вас еще, посмотрите, весь наш расклад, значение Солнца. Я напоминаю, в нашем пасьянсе мы можем соединять в крайних рядах по вертикали, по горизонтали значения. Солнце – это выбор правильного направления, и я всегда говорю, 6-8 месяцев. Очень импонирует с Юпитером ваша планета-управитель в знаке Лев. Как будто для всех знаков стихии огня вот такие вот возможности, когда в ближайшие полгода или 8 месяцев с заходом на 2027. Тут нужно сделать для себя что-то очень такое волшебное, хорошее. Смотрю, что у вас еще совпало. Предпосылки, главное, да, они есть именно к какому-то прорыву, к чему-то доброму, к реализации вашего желания. Или, я бы сказала, Солнце, изменение качества жизни. Конечно, это за один момент не происходит, понятно, да? Но вот за эти полгода, видимо, вы будете как идти к цели. Ладно, если мы сказали главное событие, что это будет для вас? Давайте достанем несколько карт, проясним, что это для стрельцов. Главное событие июня. С чем, а возможно и с кем это связано? Вот раньше что-то не получалось. 8 мечей – это карта или внутренних страхов, сомнений. Вообще 8 мечей, 9 мечей – это все карты искаженного восприятия. Девушка видит
себя в зеркале, ну вот совершенно, она как будто проецирует не ту обстановку, где она находится, а именно вот внутреннее ощущение, как бы смотрит вглубь себя. Поэтому и вот в этом отражении, посмотрите, завязанные глаза. И в этой колоде вороны – это символ мудрости. Так вот, вороны как будто пытаются стянуть вот эту, может быть, повязку, но ей кажется, что эти вороны, или как глаз мудрости, наоборот, это какая-то путаница. Но я должна сказать, главное событие, судя по всему, это выход из какой-то путаницы. Давайте раскроем. Выход может быть или ну, это то, что вам предстоит, главное событие по пятерке жезлов, карта информационного хаоса или противостояние, опять же, какого-то жизненного лабиринта, когда, ну, посмотрите, тут именно поворот, уход, какой-то такой момент у вас ключевой может быть, потому что колесо фортуны – это именно, с одной стороны, лови момент, как будто так, и включает эта карта элемент скорости, поэтому не упустить, как ухватить жар-птицу за хвост, может быть и так. Может быть, довериться как пространству, да? Мы ведь можем тут себя и останавливать. Мы можем пойти не по той дорожке. Все-таки пятерка жезлов – это когда на нас оказывают давление, влияние. Нас к чему-то могут уговаривать. Но мы и сами можем хорошо замечтаться. И вот, видимо, если видите, что у вас сейчас что-то получается, именно получается – может быть, и стоит попробовать, мои дорогие. Вообще нам говорят поворотное событие или главное событие. Будь готов, стрелец, к неожиданностям. Причем здесь может приходить какая-то новость, предложение человека или человек, который буквально вам принес какую-то весть, и вы будете поначалу не согласны. Карта конфронтации. У кого-то это может состояться даже примирение, как главное событие. Потому что всегда, когда пятерка мечей, это, знаете, какой-то конфликт, и чаще застарелый. Это тот, который уходит вглубь, в прошлое, может быть, годами прежде, а у кого-то днями, месяцами, тут у каждого по-своему. Но вот теперь из этой путаницы как будто намечается выход. Но о чем говорит карта? А вот правда, будь гибче, стрелец, потому что здесь придется договариваться, причем, возможно, очень быстро. Более того, будьте готовы к такому событию, когда вы можете окончательно понять, что для того, чтобы мне решить какую-то задачу, мне придется, хочу я или нет, но для пользы дела, для меня самого или самой, мне именно придется договариваться или, ну, какой-то диалог как минимум построить, может быть, с той персоной, с которой и видеться не хочется. Будьте к этому готовы. Для вас в этом будет, во-первых, элемент как прозрение, может быть, да, потому что по рыцарю мечей мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Или когда нам судьба не оставляет других вариантов, и стало быть, синица в руках – это лучше, чем журавль где-то там в небе. Компромисс, мои дорогие, вот я вижу именно так. Это компромисс, давайте я вот прямо конкретную карту. Да, железно. Почему так говорю? Ну, в классических колодах здесь у нас такой милый козленок, а чаще всего у нас лев изображен. И это карта критического мышления. И в чем это заключается? Здесь половина лица, как львиная грива у девушки. Так вот это прообраз нашего эго. Когда мы хотим вот именно так, как мы хотим. А обстоятельства нас как будто, ну, так принуждают рассмотреть тот или иной вариант. Никогда не говори никогда. И, может быть, эмоции вам придется держать на коротком поводке. Кстати, я по этой карте не исключаю вопросы личной жизни. Конечно, энергетика, как у карты мага, у вас все получится. Вот даже вот этот какой-то такой спорный момент. Будьте внимательны, мои дорогие стрельцы. Это не есть просто само как, ну, звезд нам в ладони насыпали. Или вот за один момент, как обстоятельства, вдруг вот сами по себе поменялись. Нет, это вы что-то меняете, потому что как какой-то урок. Ну, наверное, у нас еще пока, хотя у нас будет заход Хирона из Овна в Телец как раз 20 июня, но все же, если мы говорим Хирон в Овне, это как символ израненного целителя. Это выход из какого-то надоевшего сценария. Но готовлю статью, которую еще пока не написала. Даже если Хирон переместится на время в знак зодиака Телец, то я бы назвала этот период «Израненный ангел».
Поэтому время выздоровления, мои дорогие, но это время действий. Или мы закроем какой-то гештальт, или мы в нем останемся. Вот так может стоять ключевое событие, главное событие. И у кого-то это будет связано даже с личной жизнью. Конечно, я по этой карте, тем более старший аркан, я могу допустить, что это и работа, ваши достижения. Но ведь и часто, к примеру, для мужчин это может быть как женщина, та женщина, с которой вы хотите быть, которая вам лично интересна. Мои дорогие девочки, может быть такое внимание повышенное со стороны. Правда, вы привлекательны. Так вот, вы тут как удваиваете, утраиваете, может быть, привлекательность, внимание со стороны противоположного пола. Итак, к чему приготовиться прямо сейчас? К чему все идет для вас, стрельцы? К любви, к радости. Повторяет, в принципе, карта туз чаш, ведь это сама по себе и эмпатия, это какой-то очень радостный момент, но это и любовь, мои дорогие. Может быть, стрельцу именно теперь, вы посмотрите, карта мир, а ведь и правда, тут не о конфронтации ни разу. И вот как раз у нас выпадает над теми картами, которые такие спорные. Тут как сама фортуна, хочется сказать, и пространство. В такие, может быть, добрые более энергии вас настраивают на то, чтобы договориться. Помогают, да, вот как невидимое что-то, как эфир вокруг вас. Или назовите аура. Может быть, и люди. Это тоже, этот транзит оказывает влияние на всех. Они тоже будут готовы слышать, что немаловажно, но и договариваться. Вообще волшебно. Да вам тут что-то по судьбе. Карта Иерофант может где-то говорить о том, что да, без согласования не обойдешься. В той или иной сфере жизни или в спектре развития событий это могут быть и учреждения, допустим, кто-то будет решать вопросы именно по работе, и договариваться, подписывать бумаги, получать документы, отправлять, может быть, запросы или с кем-то встречаться. Но у кого-то по работе, вот как путь наверх, да, вот эта лестница. Конечно, это карта учителя и ученика, но у кого-то это может быть и по личной жизни. И учитель-ученик, может быть, есть какая-то история, когда приходится договариваться. И так для пользы дела больше толку, и, может быть, и для вашего прогресса в том числе. Даже не зная карт, вот посмотрите, мы уже можем судить, правда? Израненное сердце. Но должна сказать, любая тройка всегда карта будущего. Вот если мы говорим, к чему приготовиться, кто-то спросит, и что мне вот эта тройка мечей выпала, это у меня теперь ждет? Нет, мои дорогие, обратите внимание, давайте поднесу поближе. И именно в этой колоде очень символична эта карта, она, то, что я сказала, карта будущего, она обрисовывает ту ситуацию, в которой вы находитесь прямо сейчас. И вот от чего вам как будто нужно оттолкнуться, если мы спросили, к чему это все идет. Это карта выздоровления. Это карта, когда, да, мы пережили какой-то сложный момент, и у кого-то это было разочарование такое глубокое, у кого-то предательство, у кого-то сложная история. Тут у каждого будет свое. Когда сердце болело, это была как какая-то рана. Вот не случайно Хирона я вспомнила. Но больше статей вы можете найти на моем сайте, чтобы глубже понять вот этот символ. Теперь это сердце не болит. Шрамы, как будто уже теперь на месте предыдущих ран. Заштопанное сердце. Но эти шрамы могут нам напоминать о той ситуации, которая была прежде. Как будто ноют на погоду. Но это для нас, тем не менее, благо. Это тот опыт, который мы получили, и уж точно не хотим, чтобы это было еще раз. Поэтому это наша сильная позиция. Я часто говорю, это карта здорового равнодушия. И вот вам придется, может быть, у кого-то даже так, а этот период может совпадать с возвращением бывших, экс. И это не обязательно будут те люди, которых вы ожидали бы или хотели видеть. Я уже говорила, а тут какие-то истории из прошлого нам могут возвращаться. И тем более у нас июнь, он проходит в ретро-движении Плутона тоже. Владыка одна из планет, по крайней мере, которая как раз про карму. Но у нас еще и в самом конце июня Меркурий уходит в ретро-движение. Поэтому если вы слышите какую-то новость,
Не нужно к ней, так знаете, импульсивно относиться. Вполне вероятно, пройдет какое-то количество дней или недель, это будет пересмотрено. Вот посмотрите, сколько у вас старших арканов. Конечно, это карта мудрости. Это карта интуиции. Это карта того человека, который все знает. И я бы сказала, к чему приготовиться, если мы спросили. Эта карта дает совет: не торопись с высказываниями, нанесением вердиктов. Или говорить кому-то «да», или, так знаете, наотмашь «нет». Тут ситуация может поменяться. Молчание буквально нам помогает. Я не исключаю, правда, какая-то будет ситуация, которая или обстоятельства, или конкретные люди, с которыми вы взаимодействовали прежде, но вам теперь нужно провзаимодействовать совершенно по-другому. Что это будет? Давайте мы с вами узнаем. Вот смотрите, это будет новость. Это то, что вы действительно услышите. Может быть, середина месяца, плюс-минус. Это может быть как ваш новый план. Это как новое направление совершенно. Вы об этом, может быть, и думали. А знаете, тут у нас такое время мы проходим, как реальность преломляется. Это как петля времени. И то, что мы хотели когда-то прежде, нам судьба предлагает, но в каком-то новом эквиваленте. И это предложение, оно тоже от вас требует решимости, мужества и очень продуманных действий. Буквально, знание – это сила. И, может быть, кто-то из вас будет дополнительную информацию искать. Вот да, учреждения мы говорим, юристы, адвокаты, а кто-то может приступить к обучению, к новому процессу обучения. Знания. Может быть, какое-то ремесло для вас совершенно необходимо получить или пройти курсы и получить сертификат. Потому что пажи – это еще у нас и ученики. Очень символично с картой Иерофант. И посмотрите, наша девушка, как будто ей 2 шага нужно сделать. Но над обрывом, по тоненькой жердочке. И держать баланс, мои дорогие. Мы говорили с вами. Баланс, все-таки договариваться. И карта дает совет. Да, ты что-то изучай. То есть мечи – это всегда интеллект, мои дорогие. Вот именно нужно подойти со здоровым равнодушием, правильно оценить обстановку, не на импульсе, а импульсов будет много. Будьте к этому тоже готовы. И карта говорит: не оглядывайся назад и не смотри вниз. Всего 2 шага с одного берега на другой. К чему это все идет? Впереди вас ожидают прям молниеносные какие-то стремительные перемены. Возможно, впереди это где-то сам конец июня. Но кто знает, это может быть и с заходом на июль, или какие-то перемены будут еще в июле. Здесь, как знаете, себе соломки на июль подстелить. Действительно, никогда не говори никогда. Допустите альтернативный вариант развития событий. Будьте, может быть, более молчаливы, когда вас кто-то буквально вытягивает, мои дорогие стрельцы, вытягивает из вас какое-то обещание. А уже пообещал, потом как на себя какое-то обязательство взял. Здесь вам нужно быть, ну, и относительно свободным. Все-таки я это вижу, это карта успеха. Потому что тоже ведь говорит карта: не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. Но возничий, мои дорогие, управляет повозкой силой мысли. Нет вот этих вожжей, они такие эфемерные. И вот последующим карта говорит, к чему приготовиться, как будто прорыв или быстрая смена обстановки, быстрые какие-то новости. Возможно, это быстрые новости, которые вы получите по части личной жизни, к чему приготовиться еще. Вот почему я говорила: 8 мечей, 9 мечей, выздоровление. Здесь, понимаете, оставить какие-то прежние ваши, может быть, и предпочтения. Ну, я не говорю на 100%, но все-таки я вижу, тут закрытие идет какого-то гештальта. Вот это и есть. Потому как если мы будем поступать или пользоваться каким-то прежним методом, на лад дело не пойдет. Мы что-то не видим, искаженное восприятие. И в 2 случаях на 2 картах у героинь завязаны глаза. А тут вот именно нужно увидеть реальность, что идет само в руки, или что означает синица в руках в вашем случае теперь? Здесь как будто нам может что помешать? Когда мы думаем, что или должно быть именно так, как мы предполагали, или никак по-другому. Мы себя как ограничиваем, как закрываем себе путь, но наступает время,
Может быть, даже пересмотреть сложные отношения, и у кого-то это работа, у кого-то личная жизнь. Подвести, правда, что-то к итогу. И не надеяться, что оно разберется само. Здесь потому что уже будущее у вас на пороге. И, может быть, у кого-то по семерке пентаклей, как вот эти контакты, необходимые для вас конкретным человеком, когда приходится себя как будто уговорить, будьте к этому тоже готовы. Уговорить на этот контакт подойти, может быть, с каких-то других позиций или как ни в чем не бывало. Вот, кстати, я такого не исключаю. Почему-то много карт об этом говорят. Потому что такое может быть как урок судьбы, да? Иногда так бывает в нашей жизни. Но очень часто бывает и так. Особенно вот когда пятерка мечей, так и знай. Эта история не закончилась. И если был какой-то конфликт, но это, я не знаю, как по законам судьбы, какая-то история нас столкнет с этим человеком еще раз. Пусть это проходит какое-то время, пусть это мы уже даже забыли об этом думать, но вот иногда прошлое себе вновь напоминает, и значит именно в этот момент для того, чтобы, ведь по семерке пентаклей, да, это карта ожидания, но здесь ведь еще, посмотрите, как будто посажены семена, растет финансовое дерево, денежное дерево, и для кого-то это как регламент, или какой-то срок вам понадобится, чтобы нейтрализовать ситуацию, получить какой-то документ, будьте к этому готовы. Где-то и действовать быстро, вот такие энергии, разные энергии. То есть понимать, за что держаться, а что отпускать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, берегите себя, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.